Всем привет! Сегодня мы с вами свяжем вот такие замечательные эмоциональные цветочки в горшочках. Надписи вы можете сделать любые сами. Я написала от руки, можете распечатать. В принципе, они вот даже без надписей смотрятся. Смотрите как. Замечательно. Милахи такие. Классные. Цвет можно менять, естественно, вы можете связать любой. И у меня есть, видите, кактус и вот такой вот букетик. Букетик этот вынимается, если надо, и вместо него можно поставить другой цвет, если у вас будет такое желание. Ну что, понравились, малыши? Приступаем! Вяжем первый ряд. В кольцо амигуруми набираем 8 столбиков без накида. Стягиваем колечко, делаем соединительный столбик и будем переходить ко второму ряду. Второй ряд. Воздушная петля подъема. И дальше мы будем вязать 8 прибавок. В конце ряда у нас получится 16 столбиков. В конце второго ряда делаем соединительный столбик и переходим к третьему ряду. Третий ряд мы будем вязать столбик без накида, 1 прибавка. В конце ряда у нас будет 24 столбика. В конце третьего ряда вяжем соединительный столбик. Переходим к четвертому. Петля подъема. И дальше будем вязать столбик без накида, прибавка, столбик без накида. В конце четвертого ряда делаем соединительный столбик. Переходим к пятому ряду. Воздушная петля. Вяжем 3 столбика без накида, 1 прибавка. В конце этого ряда у нас с вами будет 40 столбиков без накида. В конце пятого ряда мы вяжем соединительный столбик. Вот такой круг у нас получился. Точно такой круг мы будем с вами вязать из темной пряжи. Это у нас будет земля. И здесь мы не сильно затягиваем кольцо, оставляем вот такое вот отверстие для того, чтобы сюда вставить потом цветочек наш. Так. И теперь мы будем продолжать. Следующий, 6-й ряд, вяжем воздушная петля. И весь ряд, то есть 40 столбиков, мы провязываем вот за заднюю стеночку.
Довязываем 6-й ряд, вяжем соединительный столбик. 7-й ряд мы провязываем. Воздушная петля. Дальше мы вяжем 2 столбика без накида, прибавка. И в конце ряда у нас с вами получится 2 столбика без накида, прибавка, 2 столбика без накида. И в конце ряда у нас получится 48 столбиков. 2 столбика прибавка. Теперь пошли дальше. Заканчиваем этот ряд. И дальше с 8 по 17 мы будем провязывать по 48 столбиков без накида. То есть у нас пойдет 10 рядов вот сюда вот ввысь. У нас горшочек будет расти. Мы довязали 17 ряд. И теперь сюда на донышко будем укладывать. Вот смотрите, я из крышечки вырезала вот такой кружочек по размеру донышка. И вот я его ставлю сюда, вниз. И дальше мы будем с вами провязывать 18 ряд. Воздушная петля. И дальше мы вяжем 2 столбика без накида. Убавка, 2 столбика без накида. И так 8 раз. В конце ряда у нас будет 40 столбиков. Закончили 18 ряд. Мы соединительный столбик не делаем, а просто вытаскиваем ниточку, обрезаем ее. И теперь мы сделаем такую вот косичку дальше, чтобы у нас краешек казался таким беспрерывным. Теперь вот сюда продеваем. Вот. И вот смотрите, вот сюда. У нас получилась такая петелька. И стягиваем ее. И вот смотрите, у нас такая косичка непрерывная получилась. Здесь запутываем ниточку. Сейчас мы с вами поставим глазки. Смотрите, глазки мы будем ставить между 3-м и 4-м рядом сверху на расстоянии 6 столбиков. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все правильно. У меня глазки 7 миллиметров. Опять же, вы можете поставить, какие вам больше нравятся, подходят. Вы можете, в принципе, сделать клеевые. Клеевые у меня только 0,5, и мне они показались маловатые. А 7 вот как раз будет хороша. Так. Вот так вот. Глазки мы поставили. Такие.
Можно бусинки, в принципе, поставить. Теперь на вот это донышко, теперь, чтобы наш горшочек вот этот с цветами не переворачивался, на донышко у меня есть камушки. Я чуть-чуть насыпаю камней. Такие они дадут тяжесть внизу. Вы можете, в принципе, и камушки использовать, и с улицы пособирать камушки такие, знаете, щебенка есть миленькая. В принципе, это не проблема. Можете вот такие камушки для цветов использовать. Можете даже соль насыпать. Ну, и опять же, если стирать не будете. То есть вариантов очень много. Так. И теперь будем заполнять холофайбером. Добавляем холофайбер. Не сильно сейчас плотно, потому что все равно мы будем сейчас пришивать верхнюю землю. Вот такой вот горшочек. Пришивать будем начинать с задней стороны. Вот здесь, где у нас есть такой шовчик, где мы делали соединительные столбики. Кстати, я забыла сказать, что глаза, естественно, делаем впереди, а не там, где был шов. Так. И пришивать мы будем за вот эти вот, получается, стеночки, которые ближе к нам. А здесь за задние. Вы сейчас увидите. Смотрите, здесь захватываем вот эту заднюю, а здесь получается переднюю к нам. И прошиваем. И так каждую петельку. И так прошиваем по кругу. Не доходя вот до конца, мы добавим холофайбер. Я вам покажу. Вот смотрите, практически почти дошили. У нас осталось небольшое отверстие. Теперь мы добавляем еще холофайбер до необходимой плотности. Какой вы хотите, более мягкий или более жесткий горшочек. Вот такой пузатенький горшочек у меня. И теперь я его дошиваю. И все, зашьем сейчас. И будем прятать ниточку. Крайне. Вот и все. Можно, в принципе, при желании сделать небольшой узелок. Так уж, так, чтобы наверняка уже. Обрезаем ниточку. Вот такой горшочек.
Сейчас еще вышьем ротик. Теперь будем вышивать рот. Смотрите, я рот наметила на один столбик ниже от глаза. И получается на один столбик вот ниже и вот по краю глаза. На один ниже по краю глаза. Вводим иголочку. Выводим сюда, в отмеченное место. Тут я убираю. Дальше вводим вот сюда, во вторую нашу точку. И выводим, тут у нас получается расстояние 1, 2, 3, видите, 4 столбика. 4. То есть 2 и 2. И получается через ряд у нас вот между, на 2 ряда ниже. Получается вот здесь серединка. Но тут за счет того, что небольшое смещение, может быть вот здесь более точная будет серединка. Такая будет улыбка, смотрите. Если мы сделаем на 2 ряда ниже, а если мы сделаем на ряд ниже, то будет такая вот понежнее, не такая острая, поэтому я буду делать вот такую. Получается у нас 4 столбика, отступаем 2 и 2 и на ряд ниже. И вот сюда я теперь буду вводить, не знаю, насколько доступно, я все рассказала, буду вводить иголочку. Вот. Так как у меня в 2 нитки, конечно, немножечко оно может запутаться. Ну, не запутаться, а... Ну, я уже как-то рассказывала, что беру всегда синтетическую ниточку. Бернард Джинс как-то меня подвел. Он начал мазаться, поэтому я его не беру. И вот она, наша милота. Входим сюда же. И будем выводить вот в эту сторону. Вот такая улыбочка. Славная. В принципе, можно еще вышить брови. Я не знаю, я над этим сильно не думала. Давайте попробуем. Если понравится, мы их оставим. Если не понравится, мы их уберем. Такие маленькие какие-нибудь бровки. Нет, наверное, надо чуть повыше, да? Сейчас попробуем. А вы посмотрите, какой вам больше понравится. С бровками. Такими маленькими, аккуратными. Получается расстояние 2 столбика и на 1 ниже. Получается 1, 2 и на 1 ниже. Вот сюда. Не перещеголяла немножко. Сюда. Вот. 1, 2 и на 1 ниже. Вот так. Вот сюда. И вывожу вот там, где заходила. Ну что, оставим с бровками? Как вы считаете? Напишите мне в комментариях, хорошо, как вам больше понравилось. Я, пожалуй, оставлю брови.
чуть-чуть подтяну. Вот так вот. Я их оставляю. Теперь все, теперь обрезаем ниточку. Завязываем узелок. Вот и все. Так, дальше у нас по плану что? Конечно же, ручки. Вяжем ручку. В кольцо амигуруми набираем 6 столбиков без накида. Стягиваем кольцо, ставим маркер и дальше со 2 по 9 ряд мы будем вязать по 6 столбиков без накида. Провязала 9 рядов, убираю маркер. И вот смотрите, по размеру ручки у меня проволока согнутая. Вставляем проволочку в руки. И теперь соединяем обе части руки столбиками без накида. Вот наша ручка. Обрезаем, оставляем ниточку для того, чтобы потом пришить эту руку. Вот такая рука, она гнется. Может и помахать вам. Привет, привет. Вот они, 2 ручки. Осталось их пришить. Пришиваем. Ну вот, смотрите. Так, чтобы он держал наши надписи. Вот так вот где-то. То есть тут уже смотрите сами на каком расстоянии. И мы прихватываем за вот эти вот, за заднюю часть, и прихватываем еще вот здесь, сверху и снизу. То есть вот так вот проходим немножечко полукругом, чтобы ручка поплотнее держалась, а здесь она будет отгибаться. Все, ручки пришиваем. Смотрите, ручки мы будем пришивать 8 столбиков, отступаем от глаза, и 4 столбика сверху. Вот здесь у меня пришиваются ручки. И ручки пришиваем последний и вот предпоследний. То есть получается 9 и 10 ряды руки. Вот эти вот мы пришиваем, а здесь остается свободно. Вот мы с вами закончили вязать наш горшочек для цветочка. Такие вот ручки, видите, открываются. Можно их сложить, можно не сложить, можно «О, привет» сказать. Привет! Во второй части завтра мы с вами свяжем несколько видов вариантов цветочков. Так что жду вас до завтра.